Давно не виделись, так сказать. Я ненадолго, попить водички. Ну, и что-нибудь с вами там поболтать о чем-нибудь, что-нибудь рассказать. Надеюсь, это для вас будет интересно. Всем привет-привет, кто присоединяется. Пишите в комментариях, общайтесь, как поживаете, какое настроение, что у вас за погода. У нас жара. Вот, очень жарко. Ветрено. И, естественно, утром, потому что ветер холодный, так, прохладно. Но когда солнце сейчас просто жарит, вот, ярко светит. Всем привет-привет. Напишите, звук есть, меня видно, меня слышно. То, в принципе, ветерочек так вроде бы и тепленький, и все нормально, в общем. Так, пишите, кто пришел. Ну так, я по вопросам, в общем, да. Новости, какие новости сейчас? Вы подписываетесь в телеграм-канал. Один телеграм-канал, в котором размещается все, что касаемо группы BTS, новости. Ну, в новости входит там все, да. Ну, сейчас Ран вот вышел, все сейчас смотрят Ран. И, кстати, на ВК я там разместила полное видео и русские субтитры. Ну, а также есть телега, где мы обсуждаем, ну, задаем картам Таро вопросы, да, и если ж там нам непонятно, в общем, выясняем. А также есть у нас ВК, я рассказываю, что у нас есть, в общем, да. Есть ВК, есть Инстаграм, ну, он так Инстаграм, так, Фейсбук и ТикТок, ну, это так. Но сейчас хочу поделиться. Привет-привет. Запустили новый проект. И вот вы видите, вот там поиск, ну, скажем, ценностей, винтажные украшения, ювелирка. В общем, вот так, распаковки, и мы ищем ценности. И уже пришел первый лот у меня, ну, как бы он у меня первый. Привет, любовь. Очень рада видеть и слышать, я также. Он как бы у меня первый, поэтому я начинаю с первого лота. Ну, вообще, конечно, это аукционный лот, и он не первый, понятное дело, да? Вот. И там сейчас, в этом ТикТоке, я разместила видео, ну, просто сняла видео, как пришла коробка, большая коробка, и я ее открыла. И там очень много маленьких пакетиков, в общем, да. И я буду их распаковывать, будем заниматься с вами поиском ценностей. Поэтому подпишитесь тоже в ТикТок обязательно. Вообще, как бы вот на этом канале есть еще о канале, и там перечень, да, где нас можно еще найти. Ну, я думаю, там не все. Вот. Поэтому в комментариях пишите, если вам что-то непонятно, и вы хотели куда-то подписаться хотели бы куда-то подписаться, или что-то такое, в общем, хотели бы нас еще где-то найти, вы напишите. Хочу винтажку, хочу BTS, хочу расклады. Это бусти еще, да. Вот, все для вас, дорогие подписчики. Пишите, как у вас дела. И вообще-то и как бы с вопросами, да, ну как бы не с вопросами к вам, а мне пришли, есть вопросы, есть темы, и, естественно, я достану карты, да, вот. Ну, то есть обсудим то, что, в общем, прислали, да, и достану карты. Вот. Привет, кто присоединяется. В общем, ситуация внутри хайп. И вы, наверное, уже это видели, заметки такие. Сейчас снова обсуждается история с Belief Lab.
наверное, так. Вот, они запросили у уголовной компании документы, контракты, внутренние переписки, стратегические материалы. Это часть конфликта между подразделениями, где поднимаются темы плагиата, концептов и продвижения групп. И вообще-то, ну, как бы, тема какая, да, о чем вообще речь? Я хочу вам напомнить, да, что важно, что это длится уже не первый месяц, это длится уже давно, и мы также доставали по поводу этого расклады, мы это уже с вами обсуждали. Просто сейчас это активно обсуждают, да, потому что когда есть какое-то движение в сторону да, этой ситуации, то сразу начинает это опять обсуждать. А, И хотя это напрямую не связано с группой BTS, именно с нашими парнями, да, фанаты в любом случае реагируют на это, потому что один и тот же холдинг. И тут интересный момент, даже если BTS не участвует в этом конфликте, любые внутренние проблемы компании могут восприниматься как риск для группы, отсюда и, в общем, реакция фанатов, понятное дело, да. Вот. И вопросы какие, в общем, да, вы в комментариях можете написать, что вы думаете по поводу этого, по поводу внутренних разборок компании Hype, и влияет ли это настроение ваше, а также влияет это на группу BTS, в общем. На группу BTS достану сейчас карту, да, а как это влияет на ваше настроение? И стоит ли нам вообще это обсуждать и следить за этими корпоративными, так скажем, новостями, или лучше просто фокусироваться только на музыке и, в общем, туре, сейчас тур у парней, да, и как бы вообще не реагировать на компанию Hype, понимаете, да? Хотя, например, даже ситуация сейчас с Бан Шихёком была вот недавно, да, как бы, и мы тоже это обсуждали с вами, мы об этом говорили, и в социуме также об этом говорят. Понимаете, да? Я озвучила перед этим вам, что в любом случае, что бы ни говорили о компании, да, это в любом случае и затрагивает группу BTS, потому что они все равно в этой корпоративной, ну, в общем, в этом корпоративе, скажем. Вот. Так что мы будем спрашивать? Просто две карты. В общем, компания Hype и, в общем, ее дочерка там, да, нас как бы в какой мере интересует? Отражается это как? Отражается ли это на BTS? Вот такая карта вышла. Восьмерка чаш. Ну, вообще-то да, потому что, несмотря на то, что восьмерка чаш, это в любом случае карта может говорить о том, что, например, ну, она больше карта, знаете, что-то улучшить и уйти от чего-то. И вообще, в принципе, можно было бы сказать, ну, касается группы BTS, но они стараются в это не вмешиваться, грубо говоря, да, потому что восьмерка чаш. Потому что, как бы, и так своего, в общем, очень заняты работой, и некогда им особо в это вникать, за этим следить, в общем, да. Ну, у нас как бы, что касается или нет, вот, есть, конечно, в этой карте негатив, но он больше к тому, все-таки карта эмоций, как воспринимается это ими, самими членами группы BTS, парнями, нежели, допустим, как на них отразится. То есть они, естественно, это видят, испытывают какие-то чувства, эмоции при этом, да, но как бы особо на этом не зацикливаются, да. Это карта своего рода уйти от чего-то, ну, как бы перейти. Перемены к лучшему, ну, скажем так. Ну, в любом случае они это видят, но
Карта не угроз каких-то, понимаете, ничего, а просто карта перемен и уйти от этого. Вот такая карта. Потом Тэхён и ситуация с глазом, тоже эта тема. На концертах в Тампе было заметно, что Тэхён прикрывает один глаз, а потом охлаждает его водой прямо на сцене. Это выглядело тревожно, особенно в моменте, потому что не сразу понятно, что происходит. Об этом очень много комментариев в социуме есть, да. Помимо того, что как бы мы вот обсуждаем это с вами, есть вопросы, но также еще в социуме очень интенсивно фанаты это обсуждали, да. Фанаты все замечают, что происходит, в общем, да. Если разложить спокойно, высокая температура, влажность, физическая нагрузка, все это дает сильную нагрузку на организм. При такой реакции появляется отек, раздражение, слезотечение. Вода в этом случае быстрый способ снять симптомы. И я на этом канале выгружала такой коротенький шортик. Это, в принципе, шортик не мой, а контент Хасока, где он говорит, да, он на большой нагрузке. Ну, в принципе, смысловая такая фраза его намекает на сильный, ну, что, в принципе, как бы тяжело, да, им вообще, ну, я так думаю, нелегко это дается, выступления, туры и так далее, в общем, понимаете, да. Ну, это я так увидела, но вы в комментариях можете написать свое, в общем, мнение. Вот. Позже стало видно, что состояние улучшилось, что подтверждает это не травма, а реакция на условия. В общем, что мы спрашиваем, да? Есть ли какие-то проблемы у Тэхёна с глазами, да? Или это все-таки вот просто какие-то так, просто единично чего-то, да? Вот, просто реакция какая-то. Туз жезла вышла карта. Вообще туз жезлов можно сказать... жезлы, жара, понимаете, да? Вот начнем с того. Это же огненная стихия. И, естественно, карта может напрямую туз жезлов. Карта говорит, и она очень такая, знаете, карта импульсная. Она может говорить о нагрузке вот, на организм, и, в общем, раздражение может говорить. Самого отека как такового и слезотечения не вышло. Но, в принципе, как бы вот туз жезлов говорит о проблеме, о жаре, в общем, да, и влияние на организм. Это да, вот. Так, ну вы можете написать в комментариях, мы же с вами здесь, вот, я начала с того, что у меня вот жара, как у вас, допустим, откуда вы, как у вас, жарко, не жарко, в общем. Если у кого аллергии, напишите, как вы справляетесь, тоже вот как Тэхён с помощью водички, да, вот, или как-то еще, в общем, что касаемо аллергии, вот. И Арми многие писали, что нужно, возможно, нужно компании обратить на это внимание, поставить больше там вентиляторов, охлаждения за кулисами, в общем, да. Ну, вот в этом ключе. И я сегодня увидела, я же готовилась к этому, да, и увидела от Джина фотографии в Инстаграм его пост, где он такой, этот, укутанный такой стоит, как матрюшка. И так подумала, блин, жара, а закулисно ему холодно, да, вот он там. Ну, это понятно, что какое время там, да, это, возможно, репетиция, возможно, еще чего-то. Это же не обязательно там, что вот они ушли на перерыв на концерте, да, и ему было холодно. Ну, мы не знаем, да, именно к какому периоду относится та фотография, что касаемо Джина, от Джина. Но в любом случае, вот Армии в комментариях пишут, что нужно больше охлаждения, да, вот, чтобы не было так жарко. А проблема, мы видим по карте, туз жезлов реально есть, понимаете, да, потому что огненная стихия, естественно, ему было жарко, в общем, да, вот. Вот, и он охлаждал, в общем, на сцене. Да, такая вышла карта.
Потом пост, интересный такой пост от Чонгука, тоже как бы был вопрос, ну, тема, вопрос. В общем, вы же пишете, там, задаете какие-то темы, вопросы. Вот, и как бы здесь, знаете, вот именно в той песне, которую он нам рекомендовал, да, что он слушает эту песню. Не знаю, как правильно её прочитать, в общем, эту песню, да. Ну, все сравнивают эту песню, ну, вот, Type или еще как, в общем, да. А, э, Напишите, как правильно сказать было бы, да. Вот поделитесь, вы же в курсе, что Чонгук разместил, в общем, рекомендовал эту песню, да. И вот здесь пошло сравнение с Seven, что Seven как бы акцент на сильной привязанности, а именно эта песня, она больше про смысл и не про романтику, а про усталость от отношений, где все повторяется, да. Ну и как бы вопрос, почему вот Чонгук рекомендует эту песню, в общем, в чем проблема, да, что он устал от отношений, сразу же, да, особенно вегукеры, сразу, в общем, так, а ну объяснись, да, что происходит. Какой сценарий, что касаемо этой песни? Человек пропадает, возвращается, обещает, снова делает то же самое. И главный момент, уже заранее знаешь, как это закончится, но все равно остаешься внутри этой ситуации, да, вот смысловая нагрузка этой песни. По настроению это скорее раздражение и выгорание, чем любовь. Это делает трек более жизненным, потому что он не идеализирует отношения. Честно скажу, вот трек мне не понравился. Чонгук, сори, но мне лично не понравился, да. Залипнуть на музыку как-то, в общем, не это. На слова вот только что сказала, да. Раздражение, выгорание. И если сравнивать с Seven, где акцент на сильной привязанности и желании быть рядом всегда, то есть наоборот ощущение, что все надоело, понимаете, да? Может быть, это не в тему там прям романтики и любви, а может быть вообще как бы отношение к чему-то, понимаете, да, с его стороны. И вот здесь как бы вопрос в эту тему, да, ну, например, отношения, ну, как бы, почему? Здесь как бы тоже такой вопрос задать интересно, там, почему он такой трек выгрузил, там, или зачем он такой выгрузил трек, в общем, да, вот, что он испытывает, когда слушает этот трек, да, возможно, он кого-то поддерживает, там, исполнителя, в общем, да, вот. Вот такая песня вышла. Семерка Пентаклей — это как карта поддержки, это точно. Это не его чувства, не его эмоции, это семерка Пентаклей, это чисто карта поддержки, да. Вот. И, например, в этой карте говорится о том, что вот эта поддержка, вот, ну, если касаемо лично его, там, настойчивость, да, вот достичь чего-то, ну, семерка Пентаклей, то она, в общем, будет вознаграждена в будущем, да, карта будущего. Но что касаемо, если взаимодействия вот исполнителя этой песни, может быть, автора этой песни, то карта может говорить об отклике каком-то, да. Я не знаю, я, к сожалению, не все просматриваю, и времени не хватает, поэтому напишите, да, на реакцию его реакция на эту песню была ли, ну, например, вознаграждена по карте от исполнителя или автора, то есть был ли отклик на его репост, напишите, не знаю. Но по семерке Пентаклей должен быть, да, со стороны там или либо исполнителя, либо автора, на эту поддержку должен быть отклик, да. Но сейчас вот дальше, кто автор и когда вышла эта песня, ну вот у меня Type, да, не знаю.
Это сольный трек артиста Нейта Сип, полное имя Натан Джозеф Субионда. Автор текста и музыки Нейт Сип, основной автор. Соавтор, составитель Джихён Ким, продюсер Кимдж. Трек выпущен в 2025 году. И 29 апреля 2026 года Чонгук выложил его в свой Инстаграм сторис и написал: ты действительно можешь получить все. Это песня Майя, этот голос, это эмоция, это дикция. Ты нереальный. Такая песня сейчас в тренде армии. Понимаете, да? Вот я посмотрела, оказывается, да, реально вот слушают в тренде. Вот Чонгук такой молодец, все замечает. И вот видите, он, ты действительно можешь получить все. Семерка пентаклей, да, эта песня Майя, вот реально карта поддержки, он поддержал. Вы представляете, какая карта вышла, да? Вот, вот так, поддержал. Возможно, они там знакомы, не знаю, вот. Ну, если касаемо лирики, вот, например, клянусь, ты все еще любишь меня, не веди себя так, будто знаешь, что это неправда. И ты смотришь на меня, как будто не видишь, момент ждет тебя. Ну и повторяющийся сарказм, угу, это клише, типа, ну да, это же классика. И весь текст, в принципе, крутится вокруг одного и того же. Человек то игнорирует, то возвращается, играет чувствами, обещает, но ничего не меняет. Вот в таком ключе. Еще раз скажу, карты не вышло, что это прям чисто на него повлияло эмоционально, понимаете, да? То есть эта карта вышла реальной поддержки. Возможно, он следит за его, там, возможно, или либо соавторы, либо за автором, либо за исполнителем, за его «Привет-привет, Неля». Вот. Возможно, в эту тему, ну, карта вышла поддержки, да. Это однозначно не любовная баллада, а сарктический разбор токсичных, предсказуемых отношений, в общем, да. Ну, я высказала свое мнение, а вы, в принципе, можете... Есть, конечно, я сделала и сравнение этой песни и с песней Seven. Песня Seven мне нравится. До сих пор, например, естественно, я ее не слушаю каждый день, но если она мне попадается, я обязательно ее послушаю. Реально песня залипающая, да? Вот. Так. Seven это когда... ну вот что... Давайте так, да? Давайте, что эта песня для Чонгука... Ну, Seven для Чонгука давайте, да? Seven для Чонгука. Вот. Seven для Чонгука, десятка пентаклей, понимаете? Если там семерка пентаклей, то здесь десятка пентаклей вышла. Это вообще принесла ему кучу... Это карта материального изобилия. Вообще, и там, понимаете, вышла семерка пентаклей, да? И здесь десятка пентаклей. Десятка пентаклей это прям очень богатая материальная такая карта. Он, естественно, получил за это хороший гонорар, за эту песню, да. Но вообще, как бы, такая, ну, скажем, что касаемо его отношения к этой песне, он уверен в том, что она как бы будет долго, ну, например, будем еще долго на нее мы залипать, и он также думает, что реально песня для фанатов, и, в общем, ее будут слушать, вот, вот так. Вот. Вы можете написать, кстати, в комментарии по поводу этого, что мы сейчас с вами обсуждаем. Ну, напишите, какая песня ближе вам, да, вот эту песню, которую он репостнул, да, либо вам больше нравится Seven, или, возможно, вы какие-то любите, ну, какие любите вы песни группы BTS, ну, в частности, Чонгука, в общем, да. Но напишите также, вот, что касаемо Чонгука, поделитесь своим мнением, почему зашел в истории именно с этой песней, да, вот. Как
вы думаете? Ну, по картам видели карты, какие вышли, да? Вот, а сколько у меня тут вообще? Ой, у меня так много. Блин, наверное, продолжим еще завтра. Тэхён и Чингук на концертах. Это, наверное, основная такая тема у всех, в общем, даже если вы не вигукер. Ну, например, вот что касаемо ТикТока, то это, в общем, основная тема была. Все так это обсуждают просто. Ну, говорят о том, что последний, особенно концерт, он был чисто вигукерский, в общем, да. Но не только там последний концерт, да, а вообще как бы концерты так пишут и называют, в общем, эти концерты вигбукерскими. Полным-полно таких комментариев и коротких шортов в ТикТоке. В общем, очень много всего такого. На концертах в Тампе многие заметили, что между Тэхёном и Чонгуком очень много взаимодействия. Взгляды, жесты, совместные моменты. В общем, ну, я уже сказала, да, что фанаты начали называть эти концерты вигукерскими. Но я хочу сказать, если смотреть шире, это выглядит не как перекос, а как часть сцены. Ну, если объективно посмотреть, да, зажигают публику, вот, они оба сильные, у них яркая энергия, и это просто хорошо работает в рамках шоу, да. Ну, знаете, когда начинают вигукеры там, как бы, да, разгоняться, вот, то, в принципе, объективно, кто рассуждает, да, фанаты, они начинают это тормозить, типа говорить: о, ребят, стоп, вот, это все в рамках шоу. Вот, при этом, в общем, что касается, другие участники не выглядят в стороне, у каждого есть свои моменты. Если вы обратите, в общем, да, посмотрите концерт внимательно, то, естественно, да, вот. Ну, вы так напишите в комментарии, что вы думаете по поводу этого. Вот. Как вы считаете, что это, вот, большое количество взаимодействия — это плюс для шоу или иногда слишком много? Ну, понимаете, да? Ну, как вы думаете, в общем, специально это, не специально? Или это происходит естественно, в общем, да? Но, как вы заметили, каждый концерт, в общем, меняется немного. У них как бы есть сценарий, но немножко что-то меняется, да? Они что-то привносят. На каждый концерт они что-то дают, там, дополнительно что-то новенькое, понимаете, да? Вот, ну, давайте на эту тему достанем карту, вот, мы не будем акцентировать на чем-либо, вот, скажем, просто в эту тему достанем карту. Вот такая карта вышла. Туз мечей, это, вот видите, если вы посмотрите внимательно, вот есть цель и прямо в цель. То есть это карта идейная, вот, карта реально новых каких-то взглядов на что-то. И, например, карта может затрагивать, потому что мечи, и музыку, и сцену, в общем, и выступление. Это уж точно карта не романтики, в общем, туз мечей. Она может говорить о том, что, в общем, ничего естественного, в общем, все продумано. Реально в карту входит подготовка, отточить мастерство. Ну, в общем, в этом ключе много-много можно говорить, но карта все-таки вышла туз мечей. Такая в плане концерта, в общем, она говорит больше о специально. Вот такая карта вышла, да, но вы свое можете написать, да. Естественно, я еще раз скажу, что сцена, еще карта сцены может быть, что сцена – это сцена. И понятно, они не могут просто выйти. Вот как я, например, пришла к вам сейчас, да,
естественно, я что-то вам говорю, да, ну, там, например, я заранее подумала, о чем я буду там разговаривать, да, окей, возьму вопрос, который вы мне прислали, я их подумаю о нем, помониторю, подумаю о них, о этих вопросах, актуальны они ли обсудить здесь, эти вопросы, как они обсуждаются в социуме, да, есть ли реакции и так далее. И как бы уже вот с вами говорю, и я вас уверяю, это актуальные темы, что мы с вами сейчас обсуждаем, да, вы можете комментарии свои написать. Да уж, вигуки, концерты, их они так прекрасно, на них сладко и приятно смотреть, ну, такие золотые, это, конечно, огромный плюс, в общем, да. А, ну, это реально вот карта вышла, туз мечей это цель, да, цель добиться, в общем, какого-то внимания, тоже карта, результатов, в общем, такая вышла карта. Вот, значит, видели там, да, дошло, в общем, до зрителя, зацепила карта туз мечей, в общем. Дальше у нас БАМ и публикации из центра. И сейчас активно появляются фото и видео БАМа из центра. Для фанатов это сразу становится темой обсуждения. Я хочу сказать, мы с вами когда-то говорили о том, что, да, что когда Чонгук куда-то уезжает, мы видим, например, что тогда начинают выгружать побольше каких-то фотографий, что касаемо БАМа, там видео. Понятное дело, что Чонгук это видел. В общем, что с БАМом все в порядке. Я думаю, они ему в личку там отчеты присылают каждый день, там, да, вот, с утра до вечера. Покушал, погулял, помылся и так далее. Но как бы здесь очень важно, что типа того Чонгук вот в туре, и БАМ его поддерживает. Я думаю, здесь так вот, тема такая. И с одной стороны, обычная практика показывает, что с животным все в порядке. Особенно, когда, вот, что касаемо Чонгука, он в туре. Да? С другой стороны, в общем, это что-то личное. И есть всегда вопрос границ. Ну, мы как бы говорим с вами о том, что если человек выносит что-то в социум, да, ну, как бы, это уже не личное, понимаете. С этим можно бесконечно спорить, и можно было бы сейчас 1000 примеров, ну, как бы вам дать каких-то, ну, к примеру, да. Вот, но если человек делится какой-то информацией в социуме, это уже не является его личным, да. Просто соблюдать границы, ну, например, отправить хорошие положительные комментарии, ни в коем случае отрицательных, например, да, и не писать там такого, да, пиар там какой-то, да, или еще чего-то. Ну, не только в эту тему, а вообще, да. Но вы как бы тоже пишите в комментарии, я все вас вывожу на диалог, на диалог. Полезно ли такое публичное содержание про питомцев, или лучше держать их ну, в общем, приватной зоне какой-то, да, и не публично, не информировать, в общем, не рассказывать об этом, да, в общем, на весь мир, да. Ну и как вы думаете, Чонгук сам просит выкладывать или центр делает это по умолчанию, да? Вот просто, я понимаю, что два вопроса, но мы в эту тему просто достаем карту. Карта вышла шут, это может говорить о, ну, шут, она связана с интернетом, это прям может быть просто карта интернета, независимо, что это там, не мечевые какие-то карты и не жезлы там, но вот что касаемо шута, это всегда, ну, всегда, что значит всегда, это в том числе новостная какая-то карта интернета, шоу, ну, вот это в ней есть, в общем, да. И, например, карта приветствий, в общем, еще шуты, помните, я не раз говорила, шуты могут выходить на собачек. И, в общем, блин, смотрите, здесь вот собачка, да, вот. И, ну, например, это принять, ну, вот что касаемо личности Чонгука, принять во внимание то, что происходит сейчас, в общем, у него, да, вот, да,
Вот. Какие-то, в общем, что-то новое, да, что происходит у него там, да, они вот публикуют и так далее. Вот. И как бы в этой карте особо, знаете, нет каких-то, например, цели какой-то, особо нет какой-то цели, что-то преследовать там что-то, да, что, например, запиариться, вот как многие пишут, например, это центр, да, вот, например, что привлечь больше клиентов, и, ну, вот, что касаемо в эту тему, ну, вы поняли, в общем, да. Вот, нет, карта хорошая вышла карта на самом деле, да. Вот, конечно, в каждой карте есть минусы какие-то, и, ну, карта легкая такая, знаете. Вот. Ну вот, дальше чего тут? Контроль со стороны Банши Хёка. Ну, вообще, как бы вы, наверное, в курсе, не знаю, поправьте, возможно, я сейчас не права, потому, может быть, я отстаю от каких-то новостей. Ну, например, я слышала, что в аресте Бан Шихёку отказали, и он, как бы все тогда, я видела, там написали, ну, все, многие там пишут, что он теперь поедет контролировать в Штаты группу BTS, в общем, сразу, да, такие вопросы. Всегда есть ощущение, что руководство следит за тем, как выглядит группа в публичном поле. Но сейчас, после службы, кажется, что участникам вообще дают больше свободы и в поведении, и в контенте. Ну, возможно, и мы уже не раз это обсуждали, возможно, у них новые какие-то договоренности, контракты, да, там и так далее. Все-таки они уже как бы личности, реально. И здесь, наверное, как бы уже они больше как компаньоны, нежели уже как простые айдолы. Ну, я так думаю, ну, там, в общем, вот. Но мы достанем карту в эту тему. При этом нет никаких признаков, что кто-то вмешивается в их сценическое взаимодействие. Вот, если вот какой-то контроль, ну, в будущем, возможно, он будет, да, все-таки поедет туда Бан Шихёк. Десятка жезлов, карта вышла реально работы какой-то, рабочего процесса. Да, есть контроль какой-то, естественно, контролируется это, в общем. Это карта какой-либо ответственности. Вот что касаемо Бан Шихёка, мы же начали об этом, да, контроль со стороны Бан Шихёка. И вот он взялся за голову. Вообще карта допускает, что, допустим, да, что, например, здесь как бы в этой карте нет особо такой прям свободы, да, это уж точно карта не свободы, да, эта карта связана с обязательствами, хочешь не хочешь, в общем, надо принимать, ну, например, позицию там парней из группы BTS, потому что вышла такая карта, блин, надо считаться, да, вот. Это уж точно карта колоссальных каких-то усилий, работы и так далее. Что касаемо Бан Шихёка, да, вот, в общем, контролирует, видели, взялся за голову. Но, в общем, в любом случае, это своя ноша не тянет, в общем, он считает, если он взял на себя когда-то обязательства, что касаемо группы BTS, то, в принципе, будет до последнего с ними. Но карта такая непростая, в общем, да, вот. Есть в карте все, в общем, и устал от них там, да, в общем, понятно, я понимаю, что по этой карте у них там происходит внутри за кухня, да, вот, что, если касаемо Бан Шихёка, в общем, очень сложно их контролировать, если на самом деле, да. Мы не будем говорить о парнях, потому что мы говорим о контроле со стороны Бан Шихёка в сторону парней, и эта карта больше она намекает на то, что, блин, да, вот, что вот приходится прилагать колоссальные усилия, вот что касаемо этого контроля, потому что, в общем, да, могут выйти, в общем, да, за границы. Сегодня у нас я читала, что его не выпускают Шахёка, понятное дело, да, вот Неля пишет. Да нет, конечно же, сам просит все новости об Аме сообщать, Неля пишет. Ну, в общем, по шуту,
Здесь нет, чтобы пиариться, понимаете, да, я сказала, пиариться за счет этого, чтобы, вот, допустим, они специально пользуются Ченгуком, что-то там выгружают, чтобы привлечь клиентов, да, и так далее, и так далее. Здесь больше такая карта, ну, как я и сказала, ну, там, ну, приветствия какого-то, да, в ней есть такое, да. Вот, и, возможно, да, возможно, вот, как бы делают это, чтобы Чонгук чувствовал, что они вот как бы все у них под контролем, ну, грубо говоря, да. Вот. Ну, вы напишите по поводу Бан Шихёка тоже, что вы думаете, да. Что особенно касаемо сценической химии. Давайте достанем. Так, все, мне надо заканчивать, а я только это. Ну, перерыв сделаю, потому что у меня сейчас ланч, в общем. А потом можно продолжить, но надо это дело добить, потому что завтра опять будет много же вопросов, да? Есть о чем общаться. Я вам хочу сказать, не забывайте за подписки на все платформы, где мы есть. Особенно поддержите новый ТикТок. Вот этот винтаж, это будет очень интересно. Будем с вами распаковывать винтажные украшения, ювелирка, ну, бижутерия, в общем. Так что обязательно подписывайтесь, это будет очень интересно. Я хочу сказать, это вообще тема вообще интересна, потому что есть, ну, например, вот когда вы смотрите расклады, да, и вы чувствуете какую-то поддержку в картах, да, в словах, которые говорит таролог. Это своего рода, знаете, ну, я бы не сказала там, что как медитация, да. Ну, вот что касаемо украшений, это точно как медитация. И, например, это успокаивает, очень успокаивает. Попробуйте это посмотреть, безумно будет интересно. И у меня там сейчас первый лот. Я просто выгрузила, мне пришла коробка огромная. И это только начало. У меня-то он первый, но на аукционе, естественно, он был не первый. И поэтому мы запускаем еще такой проект дополнительно. Он в Фейсбуке будет размещено, там будет размещаться то, что мы будем там находить такое интересное. Мы будем там размещать, потом к этому ТикТок каналу будет телега, где тоже самое такое что-то интересное. И вообще будет работа с теми, кто будет смотреть. Ну, например, их мнение, да, на этот винтаж, на эту ювелирку, на эти украшения, в общем, ну, допустим, это же находки, понимаете, мы с вами ищем сокровища, это же безумно интересно. Попробуйте это посмотреть, это интересно. И вы напишите, давайте достанем, что касаемо Бан Шихёка, и вот мы уже говорили выше о сценической этой химии между парнями, да, особенно как бы акцент вот на Вигу, да, и, ну, если взять полностью группу BTS, химию артистов, да, мы не будем брать, давайте мы возьмем, в общем, ну, смотря какая карта выйдет, только Вигу, да, вот, вмешивается ли он в эту сценическую химию, да. Карта вышла семерка мечей, безусловно, да, вот. Нечестные поступки карта. И мы уже с вами доставали эту карту, по-моему, тоже на сцену где-то, да. Ну, в общем, карта, она подразумевает шоу, и, в общем, на самом деле, как бы то, что они дают, это шоу. Будьте спокойны. Вот. И еще такой вопрос, обязательно ответьте на него и напишите, как вы думаете, ну давайте уже доставим, как вы думаете, после 2025 года свобода у BTS стала больше или меньше? Вот, давайте достанем карту. Вот такая карта вышла. Десятка чаш, карта свободы, да, больше стала свободы. Ну, вообще-то десятка чаш вышла, извините меня, такая карта классная, она и говорит о реальной свободе, да, прям карта свободы вышла, да, не то, что больше, они реально свободны, да, ну, просто считаются, естественно, они понимают, это рабочий процесс и так далее, да, ну, десятка чаш, это клевая карта, это прям, блин, химия. Карта счастливого итога, да,
Да, да, вот. Как вы думаете, после 2025 года свободы у BTS стало больше или меньше? Естественно, они свободны, в общем, да? Вот так. Вот. Правильный семейный бизнес, скажем так, да. Ну и у Бан Шихёка вышла, в общем, такая карта. Он контролирует, в общем, ну, как бы тяжело ему это удается. Вышла десятка жезлов, потому что, естественно. А еще вообще, знаете, там карта такая вышла, завершение, не знаю, возможно, там еще как бы включены в этот процесс контроля другие какие-то люди, может быть, созданы какие-то дочерки там, или еще чего-то, которые, в общем, занимаются этим. Потому что вообще, если как бы десятку жезлов взять, то, в принципе, карта, ну, как бы, она окончание какого-либо контроля со стороны Бан Шиюка, что касаемо группы BTS. Ну, вообще здесь можно по-разному говорить, да. Ну, в общем, вышла такая карта. Вот. Еще как бы много кое-чего обсуждать. Еще гороскоп надо вам же принести этот. В общем, короче, мне дня 3 с вами, в общем, ближайшие надо общаться, потому что вот просто листаю, сколько надо еще обсудить. Вот. Мне Seven как-то нейтрально, есть она или нет. Это не на любителя. Мне больше понравилось Standing Next to You. И больше я идею, хоть это кавер Чонгука, просто отпад. Да, я думаю, немного. Я уже посвободнее, но не очень. Да, я думаю, немного посвободнее, но не очень. Нет, карта хорошая вышла, десятка чаш. Они реально... Просто есть же понятие, есть контракты, вот и десятка жезлов, она может говорить о контракте, что есть реально контракты и договорные обязательства, и нужно их придерживаться. Но вообще, как бы десятка чаш вышла, очень хорошая карта, она не говорит о каких-то отношениях, ну, например, что они вообще лишены какого-то выбора или действий, или еще. Вообще они просто единое целое, одна семья по десятке чаш. Это очень хорошая карта. Это реально, но она выходит там и на семью такую, на дружеский коллектив, там все слажено. В общем, я считаю, вообще просто суперская карта вышла. Смотрите, какая у меня какая заставка, там у меня кофта просто. Вот, так что приходите, подписывайтесь в ТикТок, а также на все другие каналы. Но я с вами не прощаюсь еще, приду. Сейчас пойду поем и приду. Все, зовут.